Тема нашей встречи, тема нашей пресс-конференции ситуация на и вокруг возобновившихся переговоров прямых между палестинской делегацией и израильской. Бесспорно, Ближний Восток сейчас вступил в новый этап своего развития с началом переговоров, прямых переговоров между Израилем и представителями палестинской администрации, которые начались в сентябре. Безусловно, начало этих переговоров было очень непростым действием, поскольку ему предшествовала большая подготовительная работа, международное сообщество, различные государства приложили немало усилий для того, чтобы переговоры могли успешно начаться. Я не хотел бы сейчас долго останавливаться на том, что предшествовало началу этих переговоров. Самое главное то, что переговоры начались и они идут. Конечно, прошлое очень важно, но еще важнее это будущее. Мы пошли на эти прямые переговоры на основании той декларации, того заявления, которое было принято четырехсторонних комитетом, где были определены основные принципы этих переговоров и их цель. Мы шли на эти переговоры, руководствуясь тем, что эти переговоры будут проходить на основе международного права. Было предусмотрено, что они продлятся год, и по прошествии этого года мы придем к окончательному урегулированию, которое позволит подписать всестороннее соглашение между сторонами, призванное положить конец многолетнему конфликту в регионе. Исходя из этих принципов и состоялось открытие переговоров, которое произошло в Вашингтоне, это было торжественное открытие. И затем прошло еще два раунда этих переговоров. Второй раунд после Вашингтонского состоялся в Шарм-эль-Шейхе в середине сентября, и, наконец, третий раунд в Западном Иерусалиме. Безусловно, политический процесс на этом не остановился, он продолжается. Сейчас главное внимание переместилось в Нью-Йорк, где проходит заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где также делаются попытки преодоления тех сложностей, которые стоят на пути успешного продолжения переговоров. Позавчера произошла встреча Махмуда Аббаса с Шимоном Пересом в Нью-Йорке. Кроме того, прошли консультации в рамках четырехсторонней комиссии по проблеме урегулирования. Мы знаем, и вы хорошо знаете, что этот переговорный процесс идет нелегко. Существует ряд препятствий, которые мешают его гладкому продвижению вперед. И мы, как палестинская сторона, мы, безусловно, заинтересованы в успехе этих переговоров, и мы делаем все возможное для того, чтобы этого успеха достичь. Нельзя сказать, что в ходе трех прошедших раундов переговоров в Вашингтоне, в Шарм-эль-Шейхе и в Иерусалиме были решены все проблемы, преодолены все препятствия на пути этих переговоров. Они продолжают существовать. Разногласия между нами и между Израилем продолжают иметь место по целому ряду вопросов. Мы расходимся прежде всего в видении тех основ, тех принципов, на которых зиждятся эти переговоры. Мы расходимся с ними в нашем подходе к приоритетным вопросам, к тем вопросам, которые должны стать, на наш взгляд, приоритетными в этих переговорах.
Ну, среди таких вопросов, которые мы считаем приоритетными, безусловно, вопрос об окончательном урегулировании этого конфликта, вопрос о границах, вопрос о поселениях и продолжении их строительства, вопрос о беженцах и, безусловно, вопрос о безопасности и обеспечения водными ресурсами воды. Одно из главных противоречий, существующих между нами и израильской стороной, это, конечно, вопрос о поселениях. Ну, вопрос о поселениях, продолжении строительства поселений – это, безусловно, главный, центральный вопрос на нынешнем этапе наших переговоров. Это вопрос очень важный, очень серьезный, и мы сейчас ожидаем, что произойдет 26 сентября, когда заканчивается срок действия моратория, введенного на продолжение строительства израильских поселений на оккупированных территориях, и который длится примерно 9 месяцев. Палестинская сторона занимает совершенно четкую позицию по данному вопросу, и об этом говорил Махмуд Аббас по различным поводам в разных своих выступлениях. Наша позиция в том, что продолжение строительства поселений и достижение мира – это несовместимые вещи. Если Израиль хочет действительно успеха на этих переговорах, то он должен, безусловно, прекратить строительство всяких поселений. Безусловно, ключ к предстоящему этапу переговоров – это то решение, которое ожидаемо всеми от Израиля решение, в котором бы Израиль четко и однозначно заявил о прекращении строительства поселений. Этого ожидает и международное сообщество, и четырехсторонняя комиссия, и Соединенные Штаты Америки ждут вот этого решения, которое будет принято 26 сентября. Безусловно, надо приложить все усилия для того, чтобы не упустить тот шанс, который представляется в настоящее время, и прекратить строительство этих поселений, что даст возможность продолжать переговоры. Этот шанс, который имеет место сейчас, это и международный консенсус по данному вопросу, который, и те усилия, которые прилагаются сейчас для решения проблемы. Нужно вот этот вопрос решить, ибо если мы упустим этот шанс, то это приведет к усилению нестабильности в регионе, которая чревата самыми непредсказуемыми последствиями. Таким образом, мяч сейчас, как говорится, находится на поле Израиля, и Израиль стоит перед очень серьезным выбором. Если он хочет, он может, конечно, остаться в глазах арабских стран, мусульманских стран, всего международного сообщества, как империалистическое государство, как государство-оккупант, захватившее чужие территории. Это один выбор. И второй выбор – это перейти к миру и жить в мире бок о бок с палестинским государством, чего хотим мы и чего хочет все международное сообщество также. Безусловно, в израильском обществе немало тех, кто выступает против достижения мира с палестинцами. Есть ярые противники, и примером этому является, в частности, министр иностранных дел Израиля Либерман, который выступил с инициативой приписать жителей к земле, заменить принцип «мир в обмен на землю» новым принципом, который он выдвинул, фактически
значит, этот принцип касается палестинцев исключительно, то есть закрепить как бы палестинцев, которые являются гражданами Израиля и живут там с 1948 года на этих территориях. Это заявление Либермана означает, что он не настроен или выступает фактически против заключения мирного соглашения с палестинцами. Еще были и другие заявления, в частности, господин Юсов, который является духовным руководителем движения ШАС, и который призвал наслать чуму на Махмуда Аббаса, и другие заявления подобного рода, которые свидетельствуют о дополнительным препятствием, которое также мешает продвижению мирного процесса, является позиция тех, кто активно сейчас выступает в Израиле, и мы получаем постоянные и многочисленные сигналы об этом, с требованием к палестинцам признать Израиль как еврейское государство. То есть признание как бы принцип евреизации Израиля. وموقفنا من هذه النقطة أيضا يعني واضح تماما في أن الدول حرة في تسمية نفسها بما Но наше отношение к этому вопросу достаточно четкое. Безусловно, каждое государство имеет право называть себя как хочет, и если Израиль хочет называть себя еврейским государством, то это его право, но он не может навязывать другим, чтобы и другие также его называли или разделяли эту позицию. Вообще никакое государство не может себя позиционировать как чисто как этническое государство или государство одной национальности или одной какой-то религии. Тем более, что данный вопрос не поднимался и не ставился на тех переговорах, которые проводятся. Он не был включен в повестку дня. Более того, в документах, которые принимались еще в 1993 году, то есть в начале переговорного процесса, мирного процесса, также такое требование не выдвигалось.